Здравствуйте, дорогие рукодельницы и гости канала. Меня зовут Елена. Я рада, что вы зашли на мой канал «Мир рукоделия и творчества». Сегодня я предлагаю к вашему вниманию вот такой красивый, замечательный ажурный узор, связанный из пряжи. Я использовала пряжу 5 цветов и комбинировала их между собой. Пряжа для вязания узора была использована, название пряжи кружевная. Это 100% акрил. Метраж в 50 граммах 280 метров. Вязала я узор крючком номер 2. Вот таким образом выглядит лицевая сторона узора и изнаночная. Узор будем вязать по схеме. Схема будет прилагаться в конце видео, а также вы можете ее распечатать, скачать и распечатать. Ссылки на схему указаны в описании под видео в инфобоксе. Узор вяжется очень легко, быстро и просто. В этом мастер-классе я вам покажу два способа вязания узора по схеме, и также покажу второй вариант. Это интерпретация узора по моему варианту. Мы будем с вами учиться вязать вот такие объемные цветочки, тюльпанчики. Пряжа малинового цвета и розового я вязала узор по схеме, а пряжа фиолетового цвета я вот связала вот такие объемные тюльпанчики, которые выглядят, по моему мнению, очень красиво. Напишите, пожалуйста, в комментариях под видео. В комментарии пишем только на канале, на YouTube. Какой вариант вязания данного узора вам больше симпатичен? Первый вариант, где я вязала по схеме малиновым цветом и розовым, либо фиолетовым цветом. Какой вариант понравился вам больше, первый либо второй? Жду ваши комментарии на канале. Что можно связать из данным узором? Вы можете использовать этот узор для вязания топов, маек, кофточек, кардиганов, жакетов, безрукавок, а также связать предметы для интерьера и уюта вашего дома. Это покрывало, пледы, наволочки для подушек, салфетки, подставки под горячее. И можно даже связать аксессуары, авоськи, сумки. Узор можно вязать из любой пряжи, независимо от толщины и состава пряжи. Узор вяжется настолько легко и просто, что его может связать даже начинающая вязальщица, которая только-только осваивает технику вязания крючком. Обязательно возьмите данный узор себе в копилочку, сохраните в плейлисте. Возможно, он когда-нибудь вы вспомните о нем и что-нибудь себе свяжете. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, ставьте лайки. Вам не трудно, а мне приятно. Давайте приступим к вязанию легких нам петелек. Приступаем к вязанию узора. Набираем цепочку из 33 воздушных петелек. Я цепочку уже набрала. И вяжем первый ряд. Первый ряд вяжется из столбиков без накида во вторую петельку цепочки. Одна петелька подъема, и во вторую вяжем первый столбик без накида. Таким образом вяжем до конца ряда, и у нас должно получиться 32 столбика без накида. Одну петельку пропускаю, это будет петелька подъема, и во вторую петельку цепочки провязываю один столбик без накида. В следующую петельку цепочки вяжем второй столбик без накида.
В следующую петельку цепочки вяжем третий столбик без накида. И таким образом продолжаем вязание до конца ряда. Вяжем 32 столбика без накида. В каждую петельку вяжем по одному столбику без накида. Довязала ряд до конца. Читаем схему второго ряда. 1 воздушная петелька, и в каждый столбик без накида первого ряда вяжем по одному столбику без накида. Должно получиться 32 столбика без накида. 1 воздушная петелька подъема. Разворачиваю вязание и в первый столбик без накида вяжу 1 столбик без накида. Далее в каждый столбик без накида провязываю по одному столбику без накида. Должны провязать таким образом 32 столбика без накида. Третий ряд вяжется так же, как второй ряд. Вяжем с 1 по 3 ряд столбики без накида. По 32 столбика в каждом ряду. Продолжаем вязание. Провязала я столбиками без накида 3 ряда. По 32 столбика в каждом ряду. Читаем схему третьего ряда. На схеме указано 2 воздушных петельки подъема. Я всегда делаю 3. Пропускаем 1 столбик без накида. Во второй столбик вяжем галочку. Галочка вяжется 1 столбик с 1 накидом, 1 воздушная петля и второй столбик с 1 накидом. Пропускаем 2 столбика без накида и в третий вяжем галочку из 2 столбиков с 1 накидом, между столбиками 1 воздушная петля. Таким образом вяжем до конца ряда. Должно получиться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 галочек, и в конце ряда провязываем 1 столбик с 1 накидом. Я сменила нить. До этого я вязала цветом 166 суровый. Это кому интересно. И сейчас я буду вязать цвет незрелый лимон называется. Цвет пряжи. 3 воздушных петельки подъема. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание. Пропускаю 1 столбик без накида. То есть вот здесь вот у нас получается 1 петелька, то есть 3 петельки подъема, 1 пропускаем. И вот во второй я вяжу 1 столбик с 1 накидом. 1 воздушная петелька. В это же основание, в вершину столбика без накида, провязываю второй столбик с 1 накидом. Получилась вот такая галочка. Через 2 столбика без накида, 1, 2, в вершину третьего столбика без накида провязываю 1 столбик с 1 накидом. 1 воздушная петелька. В это же основание, в вершину столбика без накида, провязываю второй столбик с 1 накидом. 2 петельки пропускаем, то есть 2 столбика без накида. 1, 2 пропустили. И в вершину третьего столбика без накида третьего ряда вяжу 1 столбик с 1 накидом. 1 воздушная петелька. В это же основание провязываю второй столбик с 1 накидом. 2 петельки пропускаю.
И в третью вяжу, то есть вершину третьего столбика без накида. 1, 2, 3. В третью вершину столбика без накида провязываю 1 столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И в это же основание провязываю второй столбик с одним накидом. Таким образом мы должны провязать 10 галочек. У меня связано 1, 2, 3, 4. До конца ряда осталось связать еще 6 таких галочек. Довязала я до конца 4-й ряд. Получилось у меня 10 вот таких галочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Приступаем к вязанию следующего ряда. Это у нас по схеме 1, 2, 3, 4, 5. 5-й ряд вяжем. 4 воздушных петельки подъема и вяжем 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. Основание столбиков — это 1 воздушная петелька между столбиками с одним накидом. То есть вершину вот этой галочки провязываем 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. 2 воздушных петельки. В следующую галочку в вершину провязываем 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. 2 воздушных петельки. И опять же 4 столбика с одним накидом с общей вершиной провязываем вершину галочки 4-го ряда. Приступаем к вязанию. Я сменила цвет пряжи. У меня сейчас будет цвет малиновый. И вяжем цветочек. 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. Это петельки подъема. Далее вяжем вершину галочки. Там, где у нас между столбиками с одним накидом была связана 1 воздушная петелька, вот в нее мы вяжем 4 столбика с одним накидом, но с общей вершиной. То есть вот таким образом. У меня на крючке получилось 1 петелька, это от цепочки, петелька от 1-го столбика, 2-го, 3-го, 4-го. В итоге 5 петелек мы соединяем вместе. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее через все петельки. 2 воздушных петельки. И в следующую вершину галочки, там, где у нас провязана 1 воздушная петелька, вяжем 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. 1, 2, 3, 4. Провязали на крючке 5 петелек. Рабочую нить захватываем и протягиваем ее через все петельки. Получилось на крючке 1 петелька. Вот такой цветочек у нас получается, тюльпанчик. 2 воздушных петельки. 1, 2. В следующую вершину арочки, то есть галочки, это у нас здесь арка из цепочка из 1 воздушной петельки. Вот в эту галочку мы провязываем 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. Между столбиками вот мы их соединили и провязываем 2 воздушных петельки. У нас должно получиться 10 вот таких тюльпанчиков. 10 таких симпатичных, миленьких тюльпанчика должно быть. Таким образом вяжем до конца ряда. Закончила ряд. Я 1 воздушная петелька и столбик с одним накидом. В 3-ю петельку подъема. Поменяла нить. Это у меня снова цвет пряжи 166 суровый. И приступаем к вязанию следующего ряда. Читаем схему слева направо. 1 воздушная петелька подъема,
один столбик без накида, провязываем его в столбик с одним накидом предыдущего ряда. В воздушную петельку вяжем столбик без накида. В вершину столбиков с одним накидом предыдущего ряда провязываем один столбик без накида. В каждую петельку воздушную предыдущего ряда провязываем по одному столбику без накида и так далее. Должно у нас получиться 32 столбика без накида. Приступаю к вязанию. Одна воздушная петелька подъема. Раз. Разворачиваю вязание и в вершину столбика с одним накидом провязываю один столбик без накида. В воздушную петельку между столбиками провязываю еще один столбик без накида. Там, где у нас было соединение столбиков с одним накидом, провязываю в вершину столбиков один столбик без накида. В цепочку, то есть вот здесь у нас было провязано в предыдущем ряду 2 воздушных петельки. Я сюда, вот в эти 2 воздушные петельки провязываю 2 столбика без накида. Раз, провязала столбик, второй столбик. То есть между вот этими цветочками, тюльпанчиками 2 столбика без накида. Теперь в вершину столбиков с одним накидом, то есть там, где у нас было связано 4 столбика с одним накидом вместе, провязываю столбик без накида. Между столбиками с одним накидом у нас здесь было связано 2 воздушных петельки. Я вяжу 2 столбика без накида. Раз столбик, второй столбик. В вершину столбиков с одним накидом предыдущего ряда вяжу 1 столбик без накида. Между тюльпанчиками, там где 2 воздушных петельки, провязываю 2 столбика без накида. Раз столбик, 2 столбика, 2 столбика. В вершину столбиков с одним накидом, который мы вязали вместе, провязываю 1 столбик без накида. Между тюльпанчиками, там где была провязана цепочка из 2 воздушных петелек, провязываю 2 столбика без накида. И так далее. Должно получиться 32 столбика без накида. Заканчиваем ряд. То есть вот по вершину столбиков с одним накидом я провязала 1 столбик без накида. И далее вяжу еще 2 столбика без накида. У меня получилось 32 столбика без накида. Одна воздушная петелька. Читаем схему следующего ряда. Одна воздушная петелька и в каждый столбик без накида вяжем по одному столбику без накида. То есть одна воздушная петелька, разворачиваю вязание и в первый столбик без накида провязываем 1 столбик без накида. Далее вяжем в каждый столбик без накида по одному столбику без накида. Вершину столбика без накида мы должны провязать по одному столбику без накида, и в ряду у нас будет 32 столбика без накида. То есть вяжем вот этим светлым цветом 3 ряда столбиков без накида. То есть я провязала первый ряд, сейчас вяжу второй ряд, и за кадром я свяжу третий ряд. Третий ряд будет состоять тоже из 32 столбиков без накида. Провязала я 3 ряда светлым цветом, 32 столбика без накида в каждом ряду. Присоединила другой цвет пряжи, это незрелый лимон. И вяжем следующий ряд
по аналогии, как 4-й ряд на схеме. То есть это листики тюльпанчиков будут. 3 воздушных петельки. На схеме 2 я вяжу 3. Один столбик без накида пропускаем. И в следующий вяжем галочку. Галочка вяжется из одного столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька и 2 столбик с одним накидом. 2 столбика без накида в предыдущем ряду пропускаем предыдущего ряда. Вяжем в 3-й столбик, вершину 3-го столбика, следующую галочку. То есть узор повторяется. Так, значит, присоединила нить. Провязываю 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание. Один столбик без накида пропускаю. То есть вот здесь вот 1, пропускаю его. И в следующий вяжу галочку в вершину 2-го столбика без накида. Вяжу 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В это же основание, в вершину столбика без накида предыдущего ряда, вяжу 2-й столбик с одним накидом. Такая галочка получилась. 2 петельки пропускаю, то есть 2 столбика без накида. 1, 2 пропустила. В 3-й вяжу вершину столбика без накида, 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. В эту же вершину, то есть в это же основание, провязываю еще 1 столбик с одним накидом. 2 петельки пропустила. 1, 2, в 3-ю вяжу вершину столбика без накида. Провязываю 1 столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька. И в это же основание, это вершина столбика без накида, провязываю 2-й столбик с одним накидом. Таким образом мы вяжем 10 вот таких галочек. У нас в ряду должно получиться 1, 2, 3 я уже связала. И еще мне надо связать еще 7 таких галочек. Продолжаем вязание. Довязала я до конца ряда и заканчиваем столбиком с одним накидом в последнюю петельку ряда, предыдущего ряда. Присоединила я другой цвет пряжи, это у меня фиалка, и начинаю вязать тюльпанчики. Сейчас я вам покажу 2-й вариант, 2-й способ вязания этих тюльпанчиков. А вы мне в комментариях напишите, пожалуйста, какой вариант вам больше понравился. Тот, который мы вязали по схеме, это вот такие малиновые тюльпанчики, либо тюльпанчики, которые я свяжу сейчас 2-м способом. Это будет у меня фиолетовый цвет пряжи. Набираю 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание. И вершину галочки, там, где у нас была связана 1 петелька, провязываем 4 столбика с одним накидом. Но у этих столбиков с одним накидом уже не общая вершина, а мы вяжем вот как обычно 4 столбика с одним накидом. Получился вот такой веерочек. Я разворачиваю вязание на другую сторону и в последний, то есть это будет в 1-й столбик с одним накидом, продеваю в крючок и соединительной петелькой соединяю 1-й столбик с последним. Вот получился у меня такой узор попкорн, назовем его. Вот такой тюльпанчик. 2 воздушных петельки, 1, 2. И опять же в вершину галочки, там, где у нас была 1 воздушная петелька, провязываю 4 столбика с одним накидом. Так, 3, 4. Все, провязали 4 столбика. Разворачиваю вязание и последний столбик, 4-й, соединяю с 1-м соединительной петелькой. Просто через эти 2 петельки протягиваю рабочую нить. И вот в итоге у меня должна получиться 1 петелька на крючке. 2 воздушных петельки. 1, 2.
И далее в следующую галочку мы провязываем 4 столбика с одним накидом. 2, 3, 4. Разворачиваю нить и соединяю последний столбик с первым соединительной петелькой. Вот и все. Все просто. И продолжаю вязать до конца ряда. Получится вот у меня уже другие тюльпанчики, более выпуклые. Видите, здесь вот плоские, а здесь они вот такие выпуклые, объемные. То есть получается объемный рисунок уже. Напишите мне в комментариях, какой вам вариант вязания узора больше понравился. То есть с объемными тюльпанчиками это фиолетовый цвет пряжи, либо малиновый. Плоские тюльпанчики, как мы вязали по схеме. Довязала я до конца ряда. Заканчиваем ряд. 1 воздушная петелька и 1 столбик с одним накидом в 3-ю петельку подъема. Такой вот у меня объемные тюльпанчики получились. Видите, они какие красивые. Сейчас я меняю цвет пряжи и вяжем таким же образом, как вот мы вязали вот этих 32 столбика. Вяжем опять 32 столбика без накида в каждую петельку. Присоединила нить, 1 воздушная петелька подъема и в вершину столбика с одним накидом провязываю 1 столбик без накида. Там, где была связана у нас 1 воздушная петелька, в нее провязываю 1 столбик без накида. Вот здесь вот, где мы вязали узор попкорн, я провязываю 1 столбик без накида. В вершину, даже вот давайте вот здесь вот я провяжу 1 столбик без накида. Между тюльпанчиками вяжем 2 столбика без накида. Вершину тюльпанчиков провязываем 1 столбик без накида. Между тюльпанчиками вяжу 2 столбика без накида. Вершину тюльпанчика, цветочка, вяжу 1 столбик без накида. Между столбиками с одним накидом вяжу 2 столбика без накида. Так, вершину столбиков с одним накидом вяжу 1 столбик без накида. Довязываем до конца ряда. Далее, то есть у меня здесь должно получиться 32 столбика без накида. Разворачиваю вязание и таким же образом вяжу еще 2 ряда по 32 столбика без накида. То есть провязываем вот эту полоску, как я вязала пряжи светлого цвета, таким же образом вяжем еще одну полоску. Я свяжу за кадром узоры и покажу вам, что у меня в итоге получится. Связала я образец. Вот такая у меня красота получилась. Это лицевая сторона. Таким образом выглядит изнаночная сторона узора. Вязала я по схеме 1 в 1. Изменила только один раз способ вывязывания тюльпанчиком. Схема будет прилагаться в конце видео. Вы сможете ее распечатать. Ссылку там, где можно распечатать и скачать схему, видите в описании под видео в инфобоксе. Давайте измерим образец. То есть здесь вот в ряду у меня было 10 вот таких вот цветочков тюльпанчиков. Связала я высоту 3 раппорта, то есть каждый цвет повторялся у меня 1 раз. Раз раппорт, 2, 3. Так, ширина образца 9. Вот давайте по самой длинной стороне я измерю. Ну, 9 сантиметров.
И высоту у меня связанный образец получился 8 сантиметров. То есть 9 на 8, практически квадрат. Вот такой очень красивый узор. Вяжется очень легко и просто. Можно его связать из остатков пряжи. Состав пряжи, метраж не имеет значения. Можно связать из любой пряжи. Я вязала из пряжи кружевная. Это 100% акрил. Торговая марка Пехорка. 50 грамм, 280 метров. И крючок номер 2. Что можно связать при помощи такого узора? Можно связать кофточку, как детский, так и взрослый вариант, шапочку, шарф, плед, покрывало, сидушку, салфетку, допустим, под горячее. Я вам показывала в мастер-классе, показала 2 способа вывязывания вот этих цветочков. То есть первый, вот этот ряд малиновым цветом я связала и розовым по схеме, а фиолетовым я цветок связала более таким объемным, выпуклым. Вот вы видите, что вот какой вот он объемный рисунок, узор получился. Выпуклый. То есть вот поближе я вам хочу показать, чем отличается первый и второй способ вывязывания данного ряда. То есть вот этот ряд я связала не по схеме. Как его вязать, вы уже видели в мастер-классе. Вы можете для себя выбрать способ вязания такого узора, который более вам симпатичен. То есть напишите мне в комментариях, какой способ вязания вам больше понравился. Первый по схеме, либо второй. То есть это мой способ вязания вот данного узора. Выпуклым узором попкорн связан только фиолетовый ряд, а малиновый и розовый по схеме. Надеюсь, вам мастер-класс понравился. Все ссылочки на схему даны в описании под видео. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео мастер-классов. Также очень интересной и полезной информации я делаю распаковку ваших заказов, обзоры пряжи. Ставьте лайки, вам не трудно, а мне приятно. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч на новых мастер-классах.